Всем здорово, с вами Ганди, и это новая серия сюжета «Цепи судьбы». Спасибо ребятам Ханавара, Тераку и Ноунейму за то, что поддержали канал и этот сюжет. Ну и как вы видите, Ханавара собрал, собственно говоря, на эту серию. За что ему большое спасибо. А за что большое спасибо всем остальным вам, за то, что вы пишете комментарии, ставите свои лайки и подписывайтесь на канал, ставите колокольчик и так далее и тому подобное. Не забывайте, молодцы. Те, кто еще не вступил в телеграм-канал, я буду каждый раз рекомендовать вам это сделать, чтобы вы в будущем не кусали свои локти и не ныли, типа, йоу, куда все пропало, если с ютубом что-нибудь случится. Я предупреждал и предупреждаю по сей день, залетайте в телегу, тем более вас там встретят тепло. Телеграм-канал я собираюсь развивать и не буду его бросать, и поэтому, можно сказать, вы еще можете успеть стать алдом в будущем. Когда другие будут только присоединяться, вы уже будете там коренным жителем, так сказать, который присоединился в числе первых. Но это «Цепи судьбы», 34-я часть. Глава 34. Вспомнить все. Из измерения Камы я вернулся назад в свою комнату и в ту же секунду услышал громкий голос бабушки. «Обито!» «Да, бабуль», – поспешно ответил я, усаживаясь на стул. Дверь в мою комнату отворилась. Бабушка стояла озадаченная и слегка злая. «Я столько раз тебя звала. Где ты был?» «В ванной», — ответил я. Что-то я не увидела. Разминулись, наверное. К тебе пришла Рин». Из-за спины бабушки показалось очаровательное лицо Рин. Карие глаза блестели, а улыбка становилась все больше с каждой секундой. Видя это, моя бабуля взяла Рин за плечи и слегка подтолкнула в комнату. «Не буду мешать. Если что, скоро принесу чай». «Спасибо вам», — вежливо поклонилась Рин. «Рин, какая же ты милая девочка». Я жестом показал бабушке, что пора идти. Та еще раз хихикала в кулачок и закрыла дверь. Рин стояла напротив меня, неловко перетоптывая с ноги на ногу. Ее голова была слегка опущена. Кажется, слова бабушки все же смогли ее смутить. «Обито», – тихо проговорила она, но закончить не успела. Я сорвался с места и крепко обнял ее. Сладкий запах луговых цветов ударил мне в нос. Я жадно вдыхал этот аромат, прижимая Рин все ближе к себе. Ее руки обвились вокруг моей спины. Нежные, маленькие ладошки мягко поглаживали меня, будто бы она боялась, что я убегу. Я слегка отклонился назад, глядя в ее глаза. Они были такими радостными, но в то же время уставшими. Вблизи Рин выглядела бледной и даже истощенной. Слегка приблизившись к ней, я услышал легкий вздох. Рин прикрыла глаза, сложив свои розовые губки. Я жадно впился в них, ощущая тепло и нежность. Мы замерли в нашем поцелуе, игнорируя все на свете. Когда наши уста разъединились, Рин провела рукой по моим волосам и тихо произнесла: «Как же я рада, что с тобой все хорошо». Я хотел что-то ответить, но вместо этого лишь глупо улыбнулся. Рядом с ней я всегда чувствую себя как ребенок на ярмарке. В эти сладостные секунды меня покидает тревога и сомнение, потому что сердце наполняется желанием защитить эту улыбку. Нежный взор карих глаз, ласковый и заботливый голос. «Я заставил вас всех переживать, а тебя больше остальных. Прости меня», – наконец-то проговорил я, понимая, что просто не могу не извиниться. «Ты сделал так, как считал должным, только не стоило тебе все брать на себя. Мы все бы встали на твою сторону в том заседании». «Рин, вы выполняли мои поручения. Ни к чему втягивать вас в это, хотя в конечном счете только благодаря вашей помощи решение было пересмотрено». «Какой же ты упрямый», – проговорила она, тыкая меня пальцем в живот. «Ай, знаю, Кушина уже мне высказала». «Ты был у них?» «Да, Минато-сенсей перенес нас с помощью своей техники, и эта ведьма называет меня нетактичным, представляешь?» «Вы оба не меняетесь, все так же дружны». «Это больше похоже на взаимоотношения кошки с собакой. Мы, друг друга терпим», – слукавил я, неловко отворачивая голову. «Кажется, я знаю этот взгляд. Это режим Цундере Обито. Как же мило». «Рин, не придумывай таких названий. Еще не хватало, чтобы Какаша узнал». «Он тоже Цундере. В этом вы похожи. Кстати, я его не видела. Он на задании?» «Ага, ушел вчера, и мне даже не удалось его поблагодарить». «Вы ведь не поцеловались там в парке?» – спросила Рин, прищуриваясь и заливая смехом. Я покраснел от стыда, потому что уже стер этот момент из своей памяти. Я высунул язык. Во рту было неприятно. Пусть я и не целовался с Какаши, но ощущение от его мерзкого испытания меня вводило в неслабое отвращение. «Нет, фу,
Тьфу, блин, хвала богам, что нет. Мне теперь даже ревновать некому. Как жаль. Наигранно ответила Рин, вытирая слезы, что образовались от смеха. В ту же секунду ее ноги подкосились, и она упала на меня. От неожиданности, еле устояв с ней на ногах, я не слабо испугался и, взяв Рин под руку, усадил ее на футон. Рин, ты в порядке? Да, все хорошо, ответила она, все так же улыбаясь, на этот раз уже явно вымученно. У тебя уставший взгляд, ты вся бледная и падаешь. Ты вообще спала эти несколько дней? Я была в госпитале. Мне очень хотелось успеть к твоему возвращению. Вот я и выполнила всю свою работу за 2 суток. Взяв Рин за руки, я посмотрел на нее серьезным и даже раздосадованным взглядом. Если ты не будешь заботиться о себе, ты заболеешь. А если тебя свалит недуг, то кто же поможет всем раненым? Я никуда не денусь, всегда буду с тобой. Как бы далеко мы не находились друг от друга, поэтому прошу тебя, береги себя. Ты так забавно выглядишь, когда злишься, сказала она, смотря на меня уставшими глазами и поглаживая тыльной стороной ладони по щеке. Я серьезно, Рин, иначе закрою тебя здесь и не выпущу, пока ты не поправишься. И супчик сваришь, Да, конечно, хоть 1000. Только бабушку не забудь позвать, а то судьба у супчика печальной будет. Я научусь готовить, даю слово. Только чур шаринган не использовать, хорошо, Обита? Сказала Рин, щурясь. Да, само собой, проговорил я, понимая, что меня раскусили. Рин слегка откинулась назад. Мягкий футон так и манил ее, но она собралась силами и проговорила. На самом деле, я хочу быть с вами наравне, с тобой, Какаши. Вы столько раз защищали меня, рискуя своей жизнью, и теперь, когда меня повысили, я могу получить еще больше знаний в сфере медицинских дзюцу. Я хочу спасти как можно больше тех, кто пострадал из-за этой войны. Понимаю. Я больше всего хочу спасти тебя, Обита. Тихо промолвила она, снова положив мне ладонь на щеку. Меня? Сколько уже раз ты использовал способности своего шарингана за последний месяц? Я замечаю, как твое зрение ухудшается, хоть ты сам пока этого не видишь. Я не могу позволить погибнуть моим товарищам, даже если это будет стоить мне глаз. В этом весь ты, поэтому я тоже хочу быть принципиальной. Я стану сильнее и опытнее, и обязательно найду способ, как излечить этот побочный эффект от твоих глаз. Тогда ты сможешь продолжить спасать этот мир, а я видеть эти замечательные моменты. Рин говорила на одном дыхании. Она всеми силами пытается помочь мне, даже не думая о собственном состоянии. Сколько же добра может быть в этой девушке? Могу ли я любить ее еще сильнее, чем сейчас? Ответ очевиден. Да. Я быстро встав, пошел к столу. Рин озадаченно спросила. Обита, что-то случилось? Да, случилось. Ты же стала джоунином, и я долго не знал, что может быть достойным подарком. И я достал из стола небольшой медальон и маленькую книжицу. Затем подошел к Рин и вручил ей. От неожиданности она потеряла дар речи, пытаясь понять, что происходит. Я давно тебе хотел это подарить, но очень стеснялся. Это медальон моей мамы. Бабушка сказала, что папа подарил ей в знак их вечной любви. Внутри моя фотография. Я помню, как ты подарила мне свою фамильную ценность, доверяя ее всем сердцем лишь мне одному. Я хочу, чтобы ты тоже носила эту вещь как символ моей любви к тебе, Рин. А книжка — это сборник сложнейших медицинских техник за последние 30 лет. Я верю, ты сможешь освоить их все. Какаши и сенсей помогли ее достать. Хоть это было и очень трудно, но они тоже хотели, чтобы ты помнила, как они тобой дорожат. Проговорив это, я резко отвернулся. Сердце бешено стучало. Я всегда был плох в выражении своих истинных чувств, но сейчас слова сами сходили с моих уст. В груди пламенем расходился жар, охватывая живот. Ноги чувствовали прилив мурашек, а в голове все гудело. Я слышал, как сердце звучало в такт моим вдохом. Через несколько секунд я уловил звук, как Рин подходит ко мне, и хотел было повернуться, но не успел. Она обняла меня сзади, прижимаясь личиком к спине, и тихонько шмыгала носом. Я почувствовал, как теплые слезы пропитывают мою футболку. Рин, ты... Я люблю тебя очень сильно. Ты и Какаши, и сенсей очень много для меня значите. Спасибо вам. Ее ручки обвились вокруг моей груди. Я погладил и ощутил, как сильно эта работа влияет на нее. Кожа слегка суховата от постоянного ношения перчаток. Следы от мелких ссадин, полученных в полевых условиях. Она работает на износ. Рин,
тебе не нужно никому ничего доказывать, ведь все это время ты работала больше меня и Какаши. Более того, именно ты не давала нам ссориться и всегда поднимала дух команды. Как же ты любишь меня нахваливать, проговорила она, хихикая мне в спину. Но как бы там ни было, я не остановлюсь, не сдамся, я стану лучшим мирянином и сделаю все, чтобы спасти тебя и остальных. И кто здесь упрямый? Ехидно отметил я. Учусь у профессионала, ответила она. Ты правда этого хочешь? Да, всем сердцем. Я повернулся к ней и вынул из кармана несколько белых кусочков, после чего протянул их Рин. Что это? Трофей задания. У меня таких много. Я не могу точно сказать, что это, но они растут, регенерируются. Может быть, если удастся изучить свойства этих клеток, можно будет создать лекарство, которое поможет многим людям? Рин посмотрела на меня и нежно соприкоснулась своими губами с моими. Легкие, даже детский поцелуй, который вновь взбудоражил мое нутро. Она приняла их, а затем, положив свою ладошку в мою руку, проговорила. Всегда ты так. Думаешь о других, хотя сам в постоянной опасности. Я никогда не перестану этому удивляться и восхищаться. Обита. Бубнил я, пытаясь вспомнить, как из букв составляются слова, но, увы, тщетно. Рин вновь засмеялась. Она обожает доводить меня до крайней степени смущения. После этого убрала клетки гуру-гуру в специальные колбочки, что носила в нагрудных карманах. Только сейчас я заметил, что Рин пришла ко мне в рабочей одежде. Она настолько хотела меня увидеть, что даже не зашла домой. Черт, чувствую себя негодяем. Затем она потянула меня вниз. Мы рухнули на футон, и Рин проговорила. Расскажи мне все, что произошло за последние дни. Я не знаю, что будет завтра, но сегодня хочу быть рядом с тобой. Я сглотнул. Это слишком мило. Откашлявшись, я собрался начать свой рассказ. Сперва о тренировках Какаши, но не успел я ничего сказать, как заметил, что Рин тихонько уснула. Мягкий футон сделал свое дело. Я был очень этому рад, поэтому аккуратно снял с нее жилет и положил на стол, а потом накрыл Рину одеялом. Наступила тишина, которая продлилась недолго, ибо в комнату вошла бабушка. «Чай готов!» «Тише, Рин уснула!» – прошептал я. «О!» – уже тише сказала бабушка. «Бедняжка совсем вымоталась. Пусть останется у нас на ночь». «Да, спасибо большое, бабуль». «Хорошо. Надеюсь, ты проявишь благоразумие и уйдешь из комнаты, потому что...» «Ради богов, бабуля, я все понял. Я просто посижу и удостоверюсь, что она крепко спит. Вот». «Хорошо, заботливый ты мой». Бабушка вышла, тихонько закрывая дверь. Я сел рядом с Рин, поглаживая ее каштановые волосы. «Я не хочу принести тебе боль. Если бы ты знала, сколько всего я должен тебе рассказать о моем возвращении в прошлое, об ужасах, что я совершил. Смогла бы ты простить меня? Конечно. Ты бы наверняка простила, но я так не могу. Когда я расскажу тебе это, то должен быть полностью уверен, что справился. Но все это вранье невыносимо. Да и кто в это поверит? Я никогда не хотел тебя потерять, но не уберег тогда. Здесь же я не совершу этой ошибки. И когда все это кончится, и я уйду, мы встретимся. Но уже там, где рамки жизни и смерти стираются, и я никогда уже тебя не отпущу, Рин. Но ради счастливого конца я должен перестать ныть, да искать отговорки и заняться делом. Я встал, сложив печати призыва. Тушка нянята очутилась на футоне. «Обита? Не? Ты пренебрегаешь моей добротой», – зафыркал Нинека. «Тссс, Рин спит». Нянята повернулся и, увидев ее лицо, уткнулся в Рин влажным розовым носом. Она лишь погладила щеку и улыбнулась, но не подавала признаков того, что проснулась. «Ты чего творишь?» – прошипел я. «Решил проверить ее состояние. По доброй девочке видня, как она много работала. Ты ведь вызвал меня по важной причине, так?» – ответил нянята, смягчившись. «Да, мне нужна твоя помощь. Вы, Нинека, сохраняете воспоминания после смерти, так ведь?» Да, это правда». «Значит, каким-то образом вы ее восстанавливаете?» «Можно и так сказать, ня». «Научи меня. Я должен вспомнить все то, что утерял». «Обита, ня, ты просишь невозможное. Фактически ты собираешься узнать прошлое, чтобы менять будущее. Ты же знаешь мою философию. Я не хочу в это вмешиваться». «Понимаю, но
Но пойми, теперь все это уже не просто мое желание. История изменила ход, и я по сути уже не следую этому пути. Но эти знания мне необходимы. Я хочу спасти этот мир, спасти Рин, Какаши-сенсея, Кушину, их ребенка, весь этот мир. Прошу тебя, поделись мудростью. И я встал на колени и ударился лбом об пол. Понимаю, прошу слишком много, ведь нянята всегда шел по своей тропе судьбы, не желая менять положение вещей. Но я так не могу. Не хочу следовать указаниям сущности. Я пройду свой путь, полный проб и ошибок, но спасу его. «Не, ты как котенок. Без нянята совсем беспомощен. Хорошо, я помогу тебе, Обита. Да простят меня богиня». Я поднял голову и улыбнулся. Нянята ударил меня лапкой по щеке. «Не улыбайся тут. Слушай внимательно, ибо это очень секретно». «Да, мы не Нека и правда умеем сохранять воспоминания. Как ты знаешь, большую часть жизни мы спим. Так вы, люди, это называете. Для нас же это сродни длительные медитации. Каждый Нинека во время этого процесса чуток и бдителен, поэтому нас невозможно застать врасплох. Поэтому это не является сном в привычном его понимании». Понял. Не, так вот, в отличие от вас, людей, что бездумно тратят чакру на войны, мы копим ее, собирая в своеобразный, клубок. С каждой медитацией он становится все толще и толще, наматывая нити чакры на ядро воспоминаний, которые мы копим все медитации. Весь наш опыт сохраняется в этом своеобразном центре. Когда приходит время умирать, тело испускает чакру из тела, восстанавливая баланс в мире. С ними теряется ваше ядро памяти, а ваш же клубок начинает раскручиваться, постепенно отдавая чакру, не затрагивая сердцевину. Душа ждет подходящий сосуд для вселения и, когда находит, испускает остатки чакры, чтобы вместить ядро памяти в тело. Конечно, это все звучит идеально, но на деле даже мы теряем незначительные воспоминания, которые стоят на периферии, но основную массу накопленного опыта и знаний о прошлой жизни имеем. То есть это своеобразный режим санина? Задумчиво проговорил я, складывая полученную информацию. Для вас да, для нас лишь цикл жизни. То есть ты должен научиться концентрировать чакру вокруг своей духовной оболочки, затем дать ей выйти из тела, при этом не теряя связь с ним, а после взять осколки своей памяти извне. Я не знаю, как называется это место, у него нет ни расположения, ни названия, но вся чакра, что существовала, существует и будет существовать, находиться там. Мы не Нека имеем связь с этим местом, поэтому не покидаем мир так рано. Если ты имел память до определенного момента, то сможешь ее забрать оттуда. Самое главное, чтобы твои духовные силы и единение с природным началом было достаточно. Иначе я получу сильные увечья, как во время моих последних попыток. Именно, тело не живет без души. Разрывая связь, ты все дальше уходишь к точке невозврата. Поэтому ты должен быть связан прочной цепью. Тело и душа, свяжи их воедино. Но я не смогу быть там так долго. У меня нет столько времени, как у тебя, чтобы копить чакру. Не, ты прав, сказал нянята, усаживаясь мне на колени. Тогда я помогу тебе. Поможешь? Не, ты оглох? Сказал же, что да. Я направлю твою чакру вокруг ядра памяти, дав немного своей природной энергии. Так ты войдешь в состояние, подобное тем, что вы называете санин. Дальше ты останешься один на один с самим собой. Понятно. Спасибо тебе, нянята. Ты ужасно меня раздражаешь, но почему-то я чувствую, что именно ты послан, чтобы я мог завершить цикл перерождения. О чем ты? Ни о чем. Сосредоточься. Я закрыл глаза и сложил печать концентрации. Чакра ответила неукротимой волной пульсации, будто я всколыхнул сосуд с жидкостью. Нянята замурчал. Его тело вибрировало и издавало приятные успокаивающие звуки. Это точно поможет. Если ты хотел, чтобы я тебя погладил, то просто бы сказал. Тихо. Вот ведь глупый мальчишка. Упертый, но глупый. Соберись. Его слова задели меня, но они были правдивы. Я сосредоточился и почувствовал, как с коленей, где сидел нянята, по моему телу пошла иная чакра. Она была спокойна, словно могучий лес перед непогодой, будто бы благородный зверь, что пришел посмотреть на свою территорию. Эта энергия смешивалась с моей, успокаивая ее и создавая новый поток.
«Почувствуй ядро Обита», – звучал приглушенный голос нянята. «Дальше ты сам по себе. Все зависит от тебя. Не пытайся охватить все сразу. Возьми что-то одно из своей памяти, что-то близкое к этому времени». Я перестал слышать моего Нинека. Вокруг была тьма. Вдруг синяя полоска чакры потянулась вдаль. За ней другая и еще одна. Их тут же стали обматывать зеленые нити, что укрепляли и направляли поток в центр. Ядро, о котором говорил нянята, вспыхнуло, словно яркая звезда. Часть за частью потоки окутывали ее, образовав большой шар. «Время пришло», – проговорил я в мыслях, – «взять то, что ближе всего». Огромный шар устремился ввысь, туда, куда я просто не смог бы описать. Нянята был прав. Перед глазами опять встали сотни тысяч событий. Только сейчас они не вызывали боли и ощущения приближающейся смерти. Зеленые нити отваливались одна за одной, времени мало. Я вижу миллионы Обита, которые совершают разные поступки. Одни умирают, другие выживают. Но я здесь не за этим. Я пришел забрать свое. Мой шар духовной энергии сам потянулся в нужное направление. Сквозь толщу тьмы, множество видений, я увидел то, что искал. Ночной лес, ноги, бегущие через кусты. Я не ощущаю усталости, лишь страх и волнение. Какаши и Рин, они в опасности. Ниндзя скрытого тумана, они поплатятся. Где же Минато-сенсей? Голос Гуру-Гуру и других Зетсу передается телепатически. Я выпрыгиваю из кустов и вижу, мое сердце совершает болезненный толчок. Комок боли подкатывает откуда-то из самых недр. Немой крик срывается с уст. Рука Какаши насквозь пробила грудную клетку Рин. Удар в сердце. Ее губы что-то шепчут. Не разобрать из-за стука в висках и расстояния. Тело с грохотом падает на спину. Кровавая лужа разливается по камням. Боль, ненависть, желание убить их всех. Мой глаз резкой болью высвободил проклятую силу. Камуи. Какаши упал следом за Рин. Его глаза покрылись слезами, смешавшись с грязью и кровью на щеках. Я убивал их медленно и мучительно, не давая шанса забрать ее тело. Я решил, что этот мир не заслуживает жизни. После того, как позволил Рин умереть, я попал в настоящий ад на земле, и я прекращу его, уничтожу понятие мира в том виде, в котором он существует. Нить ослабевала, и я силой оттянул ядро памяти назад, закрепив в нем все увиденное. Время возвращаться, иначе все старания нянята будут впустую, и я здесь погибну. Я это знаю. Открыв глаза, я увидел своего Нинека, что, сидя у меня на коленях, вылизывал лапки. На глазах навернулись слезы. «Обита? Не, ты смог? Я потерял связь с тобой». Я видел настоящий ад, причину, по которой я стал злом, желающим уничтожить мир. «Чего? На тебя лица нет. Знал же, что это плохая идея». Нет, теперь мне многое понятно. Эти воспоминания – важная часть меня. Без них я будто бы потерял нечто важное. Забыл уроки, которые получил в той жизни. Спасибо тебе, нянята. «А? Не, Обита, ты в порядке?» Да, я встал, поставив Нинека на пол, после чего подошел к Рин. Она мирно спала, не подозревая нашей с нянятой операции. И я погладил ее щеку и сказал: «Я никому не позволю причинить тебе вред, будь это Мадара или еще кто-то. Теперь я понял, как все вспомнить, вернуть осколки памяти и собрать себя воедино. Я проявил слабость, думая, что смогу заполучить свои воспоминания легко и сразу. Но это не так. Не бывает легких путей к счастливому концу. Я это понял. Теперь я непременно справлюсь. Ты не сможешь меня остановить, сущность. Я добьюсь своего, во что бы то ни стало». Это была клятва, которую я дал самому себе, быть верным своему пути до конца и дать этому миру то, чего я собирался его лишить. Продолжение следует.